Друзья, всем привет! С вами Тарас Поздний, и мы возвращаемся в базовый лагерь Эвереста. Это третья часть, в которой мы несколько раз пройдем ледопад Кхумбу, одно из самых опасных мест на горе. Дойдем до 7000 метров в рамках акклиматизации и выдвинемся с базы в надежде на штурм вершины. Будет интересно. Поехали! Торжественный момент представляют шерпов, которые идут с нами на Эверест и на лодце. Лагере. And Nima, you know Sergey? Yeah, Sergey. Стоять еще нам, да? Окей. Шерпа завтра выдвигаются в верхние лагеря и отбирают кислород, который нужно забросить повыше. Перед тем, как отправлять баллоны наверх, все они проверяются на наполненность кислородом, собственно. Надевается регулятор, который будет показывать нам давление. Оп, дай. No problem. For how many hours? You 4 liter. This 300 in the 6-7. 6-7 hours. You 4 liter, yeah? Yeah. 3 liter, 8 hours. Yeah. Or more. Свежее мясо, овощи и фрукты, а также колу привозят в базовый лагерь на вертолетах. Перед выходом на Кхумбу Никита проводит еще одно дополнительное тренировочное занятие. And Kkhumbu, today came to? Yeah, I came from Kamtu. Yeah, we leave 9 o'clock in the morning. 9 in the morning? Yes, sir. Ah, so how many hours for you from here to Kamtu? I don't know, not exactly, but up and down 8 hours, I think, 8-9. Up and down? Yes. Okay. 9 hours. You deposit oxygen? Yeah. Okay. Yes. Nice. How is Kkhumbu now? Kkhumbu icefall? Yeah. Many zigzag. Many zigzag. Many zigzag, but And not ladders? not really danger, but many zigzag. Okay. Yeah. It's Nice. okay. Okay, good. Пока мы тут тренируемся, наши шерпа бегают во второй лагерь и забрасывают грузы. Сейчас конкретно кислород. Такая у них работа. Мы отдыхаем, они ходят туда-сюда, вверх-вниз, 8-9 часов. 2:30 ночи или утра, не знаю как правильно. Одеваем системы, завтракаем. И сегодня выдвигаемся уже на ледопад Кхумбу. Будем идти к первому лагерю на высоту 600. Перед выходом на ледопад Кхумбу шерпа проводит еще одну совсем маленькую пуджу. Да. Лишним не будет.
Не знаю, о, видно вам, сколько сегодня идет восходителей? Прям очень много. Пол лагеря, ну или треть. Пришли к Крампанс Пойнт. Это место на ледопаде Khumbu, на котором уже одеваются кошки. И дальше без кошек передвигаться, ну не то что нереально, но крайне нежелательно. Вон вверху видны фонарики впереди идущих. Сейчас на самом деле жарковато, вроде и 3 часа ночи, но будем подраздеваться. Ветра нет, погода хорошая, париться и потеть тоже не стоит. Крутой участок на Khumbu. Очень крутой. Ну, нормальный. Все, Наташ, тут уже можешь выщелкиваться. Уже собираются небольшие очередя. Почему-то сегодня, какое 29 апреля, очень много людей решили выйти в верхние лагеря. Так, мы топаем по Khumbu, только что даже получилось выгрузить сторис. Тут пробивает, видно, 3G с Горакшепа. Смотри, какая прекрасная луна. Не менее прекрасные 2 Сереги. Да, и по морю уже освещена солнечными лучами. Так, друзья, посмотрите, свежий обвал. Какой синий лед на Khumbu. Вот обвал, наверное, произошел буквально вот несколько дней назад. С одной стороны, а с другой стороны мы идем, ебать, непонятно куда. Вот туда, куда-то мы идем. А тут вот тоже такие снежные стены. Ледовая, конечно, ледовая. Просто красота. Бруоновские движения на ледопаде Khumbu. Кто в одну сторону, кто влево, кто вправо, кто прямо, кто вверх, кто вниз. Идешь и время от времени находишь перила, заваленные глыбами льда и лестницы. В такие моменты понимаешь, что тут все нестабильно. Хотя сейчас кажется, что такое спокойствие, не ветерка, но это мнимое спокойствие. Просто перила, которые идут, и вот так они привалены льдом. Не хотелось бы, конечно, здесь оказаться, когда тут все падает. Это, конечно, жестко. Никакая каска тут не спасет. Лестница слева была. Вот такие обрывы. А вон вверху Нубца, смотрите, как открывается. Фух. Ребята, просто посмотрите, какие мы маленькие по сравнению с этими глыбами льда, которые время от времени тут падают. Но зато как же красиво. Покажу, что окружает меня вокруг. Просто не могу остановиться, чтобы не снимать. Вот такой вот каминчик впереди. И такая вот красота.
то лучше не задерживаться. Дима, можешь щелкиваться, но пока не лезь. Щелкивайся, но... Ну можешь лезть, давай. Хорошо. Тут не сложно. Ну что, друзья, 8 часов занял у нас переход в первый лагерь. В принципе, время нормальное. Сейчас будем искать еще, где наши палаточки. Потому что вот есть ближние, а там виднеются дальние. Погодка уже не очень, и что-то мне подсказывает, что нам идти именно к дальним палаткам. Вот так выглядит наш первый лагерь. Все вокруг замело. Сейчас пойдем в дайнинг холл пить чай. Что, Дима, как тебе переход? В прошлый раз был проще, по-моему. Так много резких перепадов. А по ощущениям физически? Я же в прошлый раз, мне кажется, был проще. Да, мне кажется, что этот раз ты шел лучше и быстрее. Не знаю. Кстати, у Димы тоже есть YouTube канал, где он делится впечатлениями об экспедициях. Открыто и без украшений. В частности, уже вышло 3 интереснейших серии об Эвересте, а скоро будет видео с вершины К2. Подписывайтесь, вам точно понравится. Наши герои доходят. Ну что? Помощная группа на подходе. Да, давай. Извините меня за мат. Серьезно расскажи. Я мало матерюсь. Ты мало в обычной жизни. Чернород. Мне это помогает выплескивать энергию. Ну то как тебе переход? Что ты? Слушай, я не знаю, что лучше, секс, чем вот, или вот это вот сейчас, то, что ты сейчас ощущаешь. Ну, Это точно очень крутое чувство. Не горня. Ну самочувствие нормально. Отличное самочувствие. Бодряком. Красавчик, да, дошли. А ты что думаешь? Я бодряком, все хорошо, нормально. Все нормально. Особо без одышечки. Да. Все в темпе, да? Ну да, в таком ровненьком. Намасте, Виталик. Ну как тебе переход в первый лагерь? Супер! Я не могу По сравнению с Лабутя. Да, в 2 раза тяжелее. Да? Ну, мне так показалось. Так и есть. 30 апреля проснулись в первом лагере. Высота
40 метров. Спалось, в принципе, хорошо, но утром, конечно, здесь прохладно. На завтрак нам в палатку принесли булку с нутеллой и чай. Сейчас вот выходит солнышко, и будем выдвигаться. Посмотрите просто, как возвышается стена Нупце над этим всем. Невероятно. Ну а нам вот туда, в ту сторону, вон посередине видно Лходзе, а второй лагерь где-то вот здесь находится. Корона Непала, Эверест, Лходзе и Нупце. Нупце символично самая низкая, но так как ближе всего выглядит самой высокой. Тяжеловато. Погода хорошая, жарко. Вот. Ночевали на 6. Вот, может быть, из-за этого идем потихонечку, но тяжко. Долина Безмолвия. Участок между первым и вторым лагерем Эвереста. С одной стороны Нупце, с другой Лходзе Эверест. И такой своеобразный цирк получается. Солнце отражается от склонов гор, и в самой долине очень сильно припекает. Настолько, что сейчас высота около 6200, и мы идем в одном термобелье. И то жарковато. Мы идем со своими рюкзачками по 10 килограмм и почти умираем. А вот ребята, смотрите, сколько всего несут. И идут же как-то, идут. Ну что, подход ко второму лагерю. Вон там вереница идет, наши палатки верхние. Вот там Юрка показывает. Блин, вроде идем всего там 3,5 часа, но на таком солнце палящем устаешь, конечно, очень сильно. Вымотанные почти полностью. 42 градуса показывает. 42 градуса на руке показывает. А если аутсайд, то будет еще больше. Ну ничего, там нас ждет комфортный большой дайнинг-холл, палаточки. Будем отдыхать и акклиматизироваться. Переход во второй лагерь занял чуть более 4 часов, где-то 4 часа 20 минут. Под палящим солнцем это было очень жарко, мы буквально плавились. Мне кажется, температура была где-то 45. А по приходу сразу почти начался снег. Так в горах бывает. Сначала очень жарко, а потом уже буквально через несколько минут идет снег. Сейчас пойдем в наш дайнинг-холл. Уже готов обед. Будем кушать и располагаться. Здесь проведем следующие несколько дней. И в отдельном видео я вам расскажу детальнее, как обустроен второй лагерь Эвереста. Заметает нас немножко снежком, конечно. Прям что-то не прекращается. Вроде не очень сильный. И вон даже просвет есть. Ну вот, допустим, дайнинг-холл один из замело почти полностью. Устанавливают нам новый дайнинг-холл во втором лагере. Вот такая просторная палаточка будет. А чтобы дно заложить камнями, вот такое вот нехитрое Камнями, трак, изобретение. Цистерну, канистру, точнее, из-под бензина приспособили в роли санитара, нагружают и потом везет. Оп. Оп. Так, а вот, ребята, Careful. Окей. Переустанавливают туалет. И разматывают веревку такими опасными движениями. Дело в том, что
В прошлый туалет немножко было неприятно заходить. Они вот переместили. И вот будет вот так над трещиной. Хотя вот не на большой. В прошлый раз у нас туалет стоял над бездонной трещиной. А здесь все засыпано снегом. А трещинка идет сбоку. Натянут палаточку и будет комфортно. Поднялись на акклиматизацию над вторым лагерем. Набрали где-то 130 метров плюс-минус. Сегодня у нас день отдыха, поэтому гуляем. Офигеть, отдых. Не напрягаясь вообще. Вообще не напрягаясь, еле сил хватило. Еле сил хватило. Бедненький. Красивая обзорная площадка. Отсюда обычно очень хорошо видно второй лагерь. Но сейчас вон там видно, да, в тумане. Но второй лагерь, конечно, тоже громадный. А вон там вершина Алходзе. Так, обед во втором лагере. У нас колбаса, какие-то салатик с грибами, еще один салат. А дальше дал и рис. Вот такой у нас получается долбат. А на улице пляски. Вышли в 6:40 со второго лагеря на высоте 6490. В принципе, вот он виден невдалеке. Сейчас обуваем кошки. И сегодняшняя наша цель — третий лагерь, который находится на стене Алходзе на высоте 7100. По чуть-чуть дойдем, посидим там какое-то время и будем спускаться обратно во второй лагерь. Чуть-чуть. Тяжело. Вот так, друзья, выглядит стена Алходзе. 300 метров от такого снежно-ледового набора. Тяжело. Первый раз, конечно, очень тяжело. Что удобно, что есть двое перил. Одни подъемные, на каких мы поднимаемся, и рядом идут спусковые, по которым люди спускаются. Это, конечно, упрощает задачу. То если бы по одной веревке спускались и поднимались, был бы полный трэш. Стоишь такой, несколько вдохов, 3-5, собрался с мыслями, и следующих 2 шага. И опять несколько вдохов, и собираешься с мыслями. Кто бы что ни думал, но шерпам тоже очень нелегко таскать свои грузы. Мы идем со своим рюкзачком еле-еле. Ну и шерпы идут примерно в таком же темпе, только с рюкзаком гораздо больше. А высота уже близится к 7. Нормально. Вышли на акклиматизацию в третий лагерь, высота 7070 метров. Сейчас будем восстанавливать силы орешками от идла. Устали, конечно, очень сильно. Кому отсыпать? Тарас, а что за орешки? А тут изюм, орехи, идло. Юра, если идло, то давай. твое любимое Твоя идло. любимая еда, да. Давай. Высотное.
Спасибо. Пожалуйста. Вышли на 7100. А Шерпа вот так вот здесь делают площадочки под палатки. Третий лагерь такой трудовой и небольшой. Ну да, тут притрабовано. Жабка будет. Так они выравнивают еще, ты же видишь? Посидели часок на 700 и начинаем спуск в базовый лагерь. Невероятно прекрасный вечер сегодня подарил нам второй лагерь. Впервые за долгое время вышло солнышко. Такие закатные лучи. Прямо не хочется идти на ужин. Смотрите, как красиво. 3 мая, 5:30 утра. Мы собираемся и покидаем второй лагерь. Сегодня должны прийти в базовый, там переночевать, а потом спуститься ниже на отдых перед штурмовым выходом. Так, что касается мусора в горах, вот идут шерпа и сносят его вниз. Целый отряд, который несет мусор. Утилизация мусора с верхних лагерей проходит примерно так. Минут 20 назад лед как затрещал прямо под нами. Честно говоря, душа ушла в пятки. Но зато заметно ускорились. Вот такие вот участки. Тут, конечно, все очень и очень шатко. Вот наши перила идут. Ледопад Хумбу, один из самых живых на планете, движется на 300 метров в год. И 2 раза по одной и той же дороге пройти фактически невозможно. И вот мы тоже подошли к месту, где перила поломало совсем недавно. Вот такой вот карнизик с лестницей. И наша дорога туда. Вот этого всего не было. А возможно, вот этой огромной глыбы синего льда тоже не было. Надо быстренько. Самый, что ни на есть, свежачок. Аж немножко страшно тут стоять. На самом деле. Вот такой вот разлом, наверное, вчера или позавчера произошел. Друзья, вот эта огромная глыба льда не так давно отломалась. Зато посмотрите, какого невероятного цвета и рисунка здесь лед. Настолько синий и крепкий. Ну теперь аж сюда. Оп.
И палец. Стой, 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 стой. Связал нахуй себя. Как базу-то видишь как? На шпагат сел, блядь. А вот палаточки Mountain Cleaning Camping и мусор, который сносят с горы. Потом его отвезут пониже. А вот и цены, которые платят шерпам за то, что они сносят мусор вниз. С 4-го лагеря в базу $10 за килограмм. С 3-го лагеря $6 за кило. А с 1-го лагеря всего лишь $1. То есть 20 килограмм несешь, $20 получаешь. Не так и много. 6 мая. 2 суток ожидания вертолета ничего не дали. Сегодня погода кажется такая, будто бы вот-вот и облака разойдутся, и вертолет прилетит. Но непонятно, разойдутся ли они или нет. Поэтому мы решили идти пешком. Пешком будем идти в Дебоче сегодня. Это 25 километров. Ну, будет тоже такая прогулочка, чтобы не засиделись. Потому что высоту сбрасывать надо. И с одной стороны, мы не вылетели на вертолете. Когда сидел в базовом лагере, настолько впадло было идти куда-то. Думалось, будет вертолет, посидишь еще, полетишь, не хочется двигаться. А оно, когда вот застываешь, то чем дольше застываешь, тем тяжелее потом разойтись. И движение все-таки жесть, потому что когда ты начинаешь двигаться, сразу появляется намного больше энергии. Сейчас я вот замедлился, потому что снимаю видео. А так идешь быстро, в своем темпе. На высотах тут около, ну чуть больше, 5100, 5200 тысяч. Уже акклиматизированный. В наушниках музыка. И такое удовольствие. Вот одно из самых больших моих, наверное, удовольствий в жизни — это вот такие прогулки по горам, когда ты идешь где-то сам в одиночестве среди Гималаев. Не обязательно среди Гималаев, но вот где-то в природе. Настолько кайфово, что хочется идти, идти и идти дальше. И мы пойдем. 10 мая очень важный для нас день, ведь сегодня в ночь с 10 на 11 мы выходим во второй лагерь. Группы и Эверест, и Лхотза выходят вместе, потому что сегодня, наверное, может через несколько часов вершина Лхотза тоже будет провешена. И по плану мы должны были переночевать во втором лагере 2 ночи, сделать дневку. Но вот сверяем прогноз погоды, и это, конечно, большая такая сложная дилемма. 2 прогноза погоды говорят, что 13, 14, 15 и 16 число будет нормальный ветер до 30 км в час, иногда с порывами до 40, но в принципе это нормально, нам подходит. А вот 2 прогноза других говорят, что будут порывы до 60 в ночь с 13 до 14, и после 15 после обеда ветер будет усиливаться. Ночью с 15 на 16 возможно до 100 км в час. Это, конечно, ветер, при котором выжить почти нереально, поэтому нам попадать в такой вообще нежелательно. И сейчас мы думаем над планами немножко переиграть. Скорее всего, тоже будем выходить сегодня в ночь. И что, 1 ночь во втором лагере, как мы делали это в 2018 году, то есть 11 числа, 12 3 лагерь, 13 числа 4 лагерь, и в ночь с 13 на 14 Summit Day и для Эвереста, и для Лхотза. Таким образом, 15 еще у нас останется резервный запасной день на то, чтобы успеть спуститься пониже до наступления сильных ветров. Потому что, судя по прогнозу, когда ветра начнутся, вот 15, 16 или 17, ну смотря какому прогнозу верить, скорее всего они будут дуть целую неделю, наверное, где-то дней 5 или неделю минимум, до 20 каких-то чисел.
И если после 20-х будет погодное окно, туда рынутся просто все, и пробки будут реально большие. Наша же задача тоже сходить так, чтобы не встрять в пробки. Мы уже готовы к выходу. В принципе, все идет по плану, только вот придется, наверное, одним днем потесниться. Но тем не менее, сегодня вечером получаем еще новые там платные прогнозы погоды обновленные. И, может, будем корректировать планы. Горы — это такая штука, что ты планируешь, а погода потом решает, что делать. Но хотелось бы, конечно, выдвинуться уже на гору. Уже отдохнули, силы есть, чувствуется, что есть силы. Хочется уже идти вверх и идти к вершине. Юра решил среди экспедиции идти на Эверест, поэтому мы все организовали, чтобы привезли пермиты сюда. И в базовом лагере вот расписывается о пермите. О том, что все понятно и обещается не мусорить в горах. Обещается подняться и вернуться. Подняться и вернуться. Час ночи, собираемся и выходим ко второму лагерю. Кушаем, что можем, да. По плану ночь во втором, в третьем. И дальше, если позволит погода, вперед к вершине. Так, за 5 часов мы дошли с базового лагеря в первый. Лакпа. Тут что-то нам разводят. Ну что сказать, идется сегодня, конечно, намного легче. 5 часов это быстро, хорошо, но усталость тоже чувствуется. Хотим вот прийти во второй лагерь до того, как выйдет солнце. Посмотрим, получится ли. Бесконечно длинная тропа между первым и вторым лагерем. Надеялись проскочить до солнца, но уже 35. Лавина? Не, послышалось. Сижу на солнцепеке в долине Безмолвия и думаю, нахера оно мне все надо. Дома зеленая травичка, на рыбалочку можно ходить. Нету такой жары, достаточно кислорода, не надо вот мучиться, потеть. Каждый раз, наверное, в каждой экспедиции подобные мысли обязательно посещают, а потом попускают. Все в ожидании, думают, планируют. Было бы все очень просто, если бы мы точно знали прогноз погоды. А так как они все время меняются, и наверняка на неделю тут ничего не скажешь, поэтому немножко гадания на кофейной гуще. Окончательно получили прогноз погоды на Эверест вообще без вариантов. На Лхотза, конечно, может быть вариант 11 сегодня. А не, уже 12, да, 12 сегодня в третий лагерь на 7100 и сразу же в ночь прямиком из 7100 на 8500 на вершину. Но, как по мне, вариант такой тяжелый очень. 1400 метров набора, поэтому пас. Будем спускаться вниз и ждать еще неделю погодного окна. Что делать? Неохота, конечно, очень неохота. Хотелось уже сходить, спуститься, отправиться домой. Но, блин, иногда в горах приходится ждать. Дождались, пока над долиной Безмолвия опустятся облака, и пошли вниз. Вниз, конечно, идется
Просто песня. Быстро летишь. Я думаю, со второго лагеря в первый мы спустимся быстрее, чем за 1,5 часа. Немножко неохота возвращаться вниз без горы, но что делать? Уже приходит чувство смирения, что придется еще 10 дней провести на горе. Пришли в базовый лагерь. Переход со второго у нас занял 3 часа 20 минут. Погода сама по себе вроде как и не очень хорошая, но для нас, для ходьбы, на самом деле вот такой снежок, облачко намного лучше, чем если бы было бы солнце. Поэтому погода для нас сегодня благоволила. Будем пить чаем, может и пиво, и отдыхать, ждать погодного окна. Друзья, спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось. Если это так, буду благодарен за вашу подписку, комментарий и за то, что поделитесь им в своих соцсетях. До встречи в горах, и если в горы, то с кулуар.